Всем привет! Сегодня поговорим об одном из самых частых и самых болезненных запросов. Как полюбить себя? Звучит почти как магия, не правда ли? Как будто нужно найти волшебную кнопку внутри себя, нажать на нее и хоп! Ты наполнен светом и принятием. Но на деле это не кнопка, это дорога. И прежде чем по ней идти, давайте честно признаемся, что нелюбовь к себе – это не просто «мне не нравится мой нос» или «я сегодня что-то не в духе». Это системная поломка во внутреннем диалоге. Давайте проверим симптомы. Узнаете ли вы в них себя? Как проявляется нелюбовь к себе? Ну, во-первых, это перманентная самокритика. Внутри живет злой и очень въедливый комментатор. Ошибся на работе, значит, я неудачник. Не понравился кому-то там, со мной что-то не так. Даже комплимент этот внутренний голос тут же обесценивает. Да они просто из вежливости это сказали. Второе – это токсичные сравнения. Вы постоянно меряете себя чужими мерками. Лента социальных сетей – это вообще ад. У других людей идеальная жизнь, карьера и тело, а у вас вообще ничего из этого нет. И это сравнение всегда не в вашу пользу. Третье – это страх сделать что-то для себя. Купить, к примеру, хорошее новое платье. На что я потрачу деньги, сразу вы себя спрашиваете. Мне и так сойдет. Отдохнуть я не заслужил, нужно еще много работать. Записаться на курс моей мечты – это для кого-то другого, более талантливого, чем я. Следующее – это невозможность принять решение. Вы бесконечно спрашиваете совета у всех подряд, потому что своему собственному внутреннему голосу вы не доверяете. А если все-таки решитесь на что-то, то потом изводите себя сомнениями. А вдруг это не то? А вдруг я выбрал или выбрала что-то не совсем правильное? Ощущение фальши или синдром самозванца – это следующий пунктик. Вам кажется, что все ваши успехи – это случайность, что вы всех обманули и вот-вот вас раскроют. Вы не чувствуете права на свои же достижения. Если эти пункты отзываются у вас, значит вы не один. И самое важное, что хочется отметить, это не ваша врожденная черта, это привычка. Привычка мыслить, которую, скорее всего, вы выбрали несознательно. Откуда вообще растут ноги? Чаще всего этот паттерн закладывается в детстве, когда любовь родителей была условной. Будешь хорошим мальчиком, будешь хорошей девочкой, буду тебя любить. Получил пятерку – молодец. Получил тройку – разочарование. Постепенно ваш мозг усваивает, чтобы меня принимали, я должен соответствовать внешним стандартам. Сам по себе я ценности никакой вообще не представляю. Иногда эта травля бывает в школе или токсичные первые отношения, где вас системно унижали. Ваш внутренний критик – это часто голос того самого обидчика, которого вы, к сожалению, приручили и впустили в свою голову. Но что с этим делать, спросите вы? И я с вами соглашусь, если вы считаете, что волшебной таблетки не существует. Ее действительно нет. Но есть системная работа, методы, так сказать, лечения. Не ждите, что полюбить себя вы сможете через неделю. Но через неделю вы сможете начать относиться к себе чуть-чуть добрее. И это уже грандиозная победа. С чего начать путь к себе? Первое – это сместите свой фокус с нелюбви на уважение. Любовь – это все-таки слишком большое и абстрактное чувство. Начните с малого, с уважения к себе как к человеку. Вы же не будете унижать и оскорблять незнакомца на улице. Так зачем это делать с самим собой? Первый шаг – это поймать себя на самоуничижении и остановить. Мысленно сказать себе: так, стоп, так со мной говорить нельзя. Второе – это ведите дневник наблюдений, а не осуждений. Заведите, не знаю, заметки в телефоне, купите блокнот и пишите в нем. И каждый вечер записывайте не «что я сегодня сделал плохого», а 3 нейтральных или хороших факта о себе. Не то, что я классно провел презентацию, это оценка, и ее можно оспорить. А напишите так: сегодня я подготовил презентацию, выступил перед коллегами и ответил на их вопросы. Это просто констатация факта.
Это учит видеть себя объективно, без немедленного ярлыка. Следующее. Спрашивайте себя, чего я сейчас хочу. И начинайте с микрожеланий. Не кем я вижу себя там через 5 или 10 лет, а что я хочу сейчас. Чай или кофе? Хочу ли я пройтись пешком или поехать, к примеру, на автобусе? Далее. Совершайте акты заботы, а не подвига любви. Не нужно сразу записываться на дорогой какой-нибудь спа-день. Забота – это когда вы уставший, ложитесь спать на час раньше, а не листаете социальные сети. Это когда готовите себе нормальный ужин, а не ешьте на бегу. Это когда делаете себе право отменить планы, если заболели, без чувства вины. Вы же так поступили бы с тем, кого любите и цените. Далее практикуйте технику 5%. Вы не можете резко полюбить все свое тело? Это нормально. Начните с 5%. Можете быть благодарны своим рукам, к примеру, которые могут обнять ребенка. Или своим ногам, которые принесли вас сегодня на работу. Ищите эти маленькие точки принятия и расширяйте их. Главное, что нужно понять, полюбить себя – это не значит стать самовлюбленным нарциссом. Это абсолютно не так. Это значит стать себе надежным другом, а не строгим надзирателем. Тому, кто поддерживает в трудную минуту, а не добивает до конца. Кто верит в свои силы, даже когда сам ошибается. Этот путь начинается не с громких заявлений перед зеркалом, что я прекрасен и спору нет, а с тихого внутреннего решения. Сегодня я не буду себе врагом. Хотя бы на один единственный день. Попробуйте и дайте себе на это время. Вы единственный человек, с которым вам гарантированно предстоит прожить всю жизнь. Так стоит ли делать эту жизнь внутренней войной? Расскажите в комментариях, какой из пунктов отозвался у вас больше всего. И с какого маленького шага вы готовы начать.